Они тебя увидят, тебя большого на улице. Пойдут, скажут, бокс, бокс. 3, 4. Как ты тут такую жару выживаешь вообще? 10. 11 еще. Тренер тайский для тайца будет стоить 500 бат в час. Давай сейчас с паузы, подержи, давай 3 секунды. Да. Из-за этого 32 градуса ощущается, как будто, наверное, 40. Друзья, всем привет! Мы тут в Паттайе, Мекки бодибилдинга с FBB Pro Владом. Потренируем сегодня спину, поснимаем, я его порасспрашиваю. Вот как ранее говорил в своих соцсетях. Я думаю, что, так как мы с Владом очень хорошо и близко дружим, он ответит на все вопросы. Провокационные и не только. Я с собой притащил в Таиланд всяких вкусностей от Рекфула. Кстати, энергетики я утилизировал уже все. Съел, выпил. Сегодня последняя банка была. Энергетиков, конечно, закончились. Здесь сильных нету, но я на наборе стараюсь минимизировать даже всякие предтренировочные комплексы. Больше такое, чтобы помпилка была. Нет, это правильно. СНС зачем грузить лишний раз? Ладно, еще на подготовке там, чтобы как-то взбодрить себя. Это точно. Сейчас я креатинчика тоже бахну. А здесь ты один скуп добавляешь? Да, один. Здесь у меня амилопектин в порошке еще. Я немного уколол себе ФРа. Карнитин не колол? Карнитин нет, если бы не брал. Так надо было меня взять это отсюда, я так полагаю. Уколол ФР, и можно сахарочек покупать. Ну что? Сегодня праздничная тренировка спины. Да. На все бабки надо выложиться сегодня. В честь моего дня рождения. Я обычно в день рождения у меня был ритуал, я ноги качал. Видимо, так ноги и накачал. Теперь надо то же самое со спиной проделать. Все, это прекрасно. Взболтаем. Вот, и пойдем качаться. Что, сегодня по моей? По твоей, да, С обязательно. моими весами рабочими С попробуем. твоими рабочими весами. Нам нужно такую же спину, как у тебя. Ну, блядь. Мне тоже надо качать и качать. Сразу первый тебе вопрос. Как ты тут такую жару выживаешь вообще? Сколько, длится твоя тренировка? На самом деле, мне кажется, я уже адаптировался к температурам, к этим. Не то, что привыкнуть, наверное, мы не сможем к ним, потому что у нас теплообмен другой. А адаптироваться и уже соблюдая тайминг тренировки можно. Поначалу сильно тяжело было вообще? Сказывается, тренировка, в принципе, проходит так же нормально в целом. Просто она растягивается за счет того, что у тебя отдых, КЧСС восстановится, потому что там, не знаю, ноги, особенно когда ты делаешь, там, до 170, до 165 просто такую жару может подниматься ЧСС. И ждешь, сидишь там, по 5 минут можешь между подходами. Из-за этого тренировка может растянуться на 2,5, 3 часа, знаешь. А со временем как-то адаптируешься и уже ЧСС быстрее восстанавливается. Как будто уже, но все равно тяжело. Самый, наверное, минус – это большая потеря жидкости во время тренировки. Это надо компенсировать электролитами, с солью, воду соблюдайте, то есть пить много воды. Кстати, я обратил внимание на то, что я здесь по ночам в туалет не встаю. Я, у себя, у меня стабильно, то есть я 3 раза за ночь хожу в туалет. Пью я много, в целом, литров по 6. Потеря у тебя здесь другая вода. Да, потери как-то больше. Да. С другой стороны, когда она выходит таким путем, это же тоже потеря. Конечно, чем больше пьешь, тем больше да. тебя гоняет. Это интересно, конечно, надо понаблюдать. Так, мы начинаем с этой тяги сегодня. Тяга, да. Сейчас мы начнем с 2 двадцаток, то есть 40 килограмм. Тут 2 пятнашки накинуты. Пятнашки сними, да, просто. Надеюсь, я накачаю спину.
народу в зале немного, так всегда. Нет, это сейчас поуходили, было больше. Сейчас Обычно в такое время просто меньше потому что народа. время, да, жарко. Да, больше. да не то, что жарко, наверное, народ. Хотя, возможно, то, что да. Хотя, мне кажется, сейчас как бы и утром, и днем, и вечером одинаково. Много утром. Вот он открывается зал в 7. Здесь групповые, прям какие-то кроссфит, там много народа. И вечером после 6 тоже. Когда мимо проезжаешь, места нету, где машину поставить, байк. Все заставлено. Вообще, как тебе жизнь в Таиланде? Плюсы, минусы, которые есть. Назови, По сравнению с Россией? Ну да, назови там 3 плюса и 3 минуса, например. Ну, начнем с минусов. Многие говорят наоборот, что, знаешь, хорошо, всегда тепло. А мне, вот, например, нравится больше, когда смена для тебя идет минус, да? климата, да. То есть я постоянно жару не люблю. Вот в Аргентине, когда жили, там же зима есть, но не такая, как в России. Тем более, там, если брать Сибирь, там, Дальний Восток, там же у нас суровая. Там такая днем может быть, утром может быть 8-10, днем 20, знаешь. И можно в толстовочке походить, там, знаешь, в штанах как-то. И комфортно, днем солнышко вылазит, все это как... А здесь, блядь, всегда. Только вот апрель, март, апрель, май, это вот такая вот погода, когда высокая влажность. Потом начинает сезон дождей, тоже влажность высокая. Из-за этого 32 градуса ощущается, как будто, наверное, 40. То есть дышать тяжело из-за этого. Это вот, наверное, минус климат здесь. Плюсы это, вот особенно для бодибилдера, это все же доступность продуктов, к примеру, тех же самых. Ну, вот, вы увидели вы цены здесь на продукты, там курица, рыба, там, говядина, все это в разы дешевле, чем в России сейчас. Это как бы сэкономит денег бодибилдеру, если на длительной дистанции смотреть. Так как я живу просто близко к залу, мне до зала там 5 минут там, пешком, 2 минуты на мопеде. Это тоже как плюс. Но это уже мой здесь как бы индивидуальный плюс моей локации. Ну сейчас это, конечно, плюсы Таиланда, то что вон час до Бангкока, и ты можешь с Бангкока улететь там хоть куда. Вот мне, как соревнуюсь спортсмену, то есть я прилетел в Бангкок, я могу туда хоть в Японию, хоть Корею, хоть Китай, хоть там, блядь, если виза есть, в Европу, везде прямые рейсы, все это дешево. Потому что, например, с России сейчас куда-то лететь, это, естественно, с пересадкой и плюс там оверпрайс. Потому что аэрофлоты, которые, они уже как монополисты диктуют просто свои цены там какие-то. А здесь вон внутренние рейсы, там в ту же Лакосте, тот же Вьетнам, блядь, 5000 рублей слетает. Я, кстати, ничего, вроде с первой тренировочки я адаптировался к температуре. Конечно, ощущается реально как 40 градусов. Для некоторых это будет очень тяжело, особенно тяжело потренироваться, да, и не просто кровь прийти погонять. Вот, и нужно реально больше времени на акклиматизацию какую-то. Да, свои особенности есть. Из плюсов, что здесь, мне кажется, вот на подготовке, то, что ты будешь на процентов 30 тратить калорий больше, чем занимаясь в зале с кондиционером. Потому что у тебя дольше восстановления, выше ЧСС, выше трата калорий. Прикольный зал, олдскульный. Те, кто, может быть, был в Бинусе, не был здесь. Можно сравнить такой же большой ангар. Нету кондиционеров. Интересное оборудование, разное, его много. Поэтому я в целом и в том числе полетел в Паттайю. Конечно, чтобы увидеться с другом, ну и покачаться в классном зале. Это всегда в приоритете. Больше даже, чем море. Делаем. Сейчас мы начинаем по одной руке делать. 3-4 повторения с паузой крайней, а остальные уже так. То есть не надо вот этой идеальной техники, как ты делаешь. Больше сделай просто на 12-13 повторений, чтобы получилось. А эти с идеальной техникой, ну, уже быстрее. 6, 7, 8, сам, братан.
9, 10. 3. Раз, 3 еще. Крайне. Раз. 2. Попробуй чуть подрастяни. Еще раз, да, вот. 4. 5. Давай, пошел. 6. Вниз. 7. 8. 9. 10. Давай, делаешь сам. 11. Еще. 12. Еще. 13. 14. И крайний давай со мной. Давай, я второй. Последних 3 бицепс прям сильно включился. Последняя? Последние 3 повторения, да. Плямками даже. Не, братан, сам. Делаю, давай. Тыс. 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 Еще разок. Да, все хорошо. А? Два. 3. Пауза, братан. И 5. 6. 7. В прошлый раз 15 сделал. 8. 9. Сам. 10. Еще. 11. Давай. 12. 13. 14. Сейчас паузы. Да. Все. 8. 9. Еще разок. Дайте хорошо. Нахуй. Куда? Сейчас бицепс отойдет, да. Туда последних включай. Ты. Все, нахуй. Прощаемся, блядь. Отлично. Пять. 6. 7. 8. 9. 10. 11 сам. 12. 13. Еще 2. Раз. Еще разок. Погнали. Раз. 2. 3. Да, 4. 5. 6. Сейчас сколько упражнений будет? Фу, так. Еще, наверное, 4-5. 1, 2, 3, 4-5. 5. Еще 5? Сейчас мы... Да. О, это интересно что-то. Сейчас тебе покажу. Очень интересно. Мы сейчас делаем наверх. Там, естественно, еще будут широчайшие. А потом мы еще сделаем 2 подхода рабочих. Тяги обратным хватом. Здесь же, в наклоне.
чисто в курсе уже, блядь, на широчайшее. Насколько тут вообще бодибилдинг среди местных развит? Никак Тут не же развит. Абсолютно. более- Тайцы не. Они тебя увидят, тебя большого на улице. Пойдут сказать, бокс. Да? Боксинг. То есть нет, здесь культура бодибилдинга вообще плохо развита. По сравнению с Аргентиной, где я вообще, в принципе, вкусил, что такое, я же там начал как бы свою карьеру бодибилдера. Там собираются, ну, блядь, не дома культура, как называют, ну, прям большие помещения, там, мне кажется, до тысячи человек приходят, до любительские соревнования, старики там. А здесь, если приходят, то друзья выступающих. Ну, как и в России, по большей части. Сейчас, конечно, в России лучше стало с этим, но все равно, знаешь, среди населения обычного любителей нет. Хотя как будто больше Культ. возможностей Нет. в плане там фармакологии какой-то доступности, да, не знаю, той же еды. Вот, финансово это, возможно, дешевле здесь. Ты учитывая то, что бодибилдинг, ты сам знаешь, это не дешевый вид спорта. Плюс соревнования, здесь как бы взносы тоже не дешевые. А Таиланд сам по себе страна Взносы-то они бедный. как и везде. бедный, да. Это же да. американская федерация. Pro Qualifier $220 только за регистрацию, плюс 100 за грим, 150 даже за грим, это уже 400. Плюс там фото, там, если видео покупаешь, то все 500 выходит баксов. Здесь средняя зарплата 15 тысяч бат. Это $300 населения. То есть просто это недоступно. Да, люди, вот, которые более-менее деньги есть, они выступают, конечно. Ну, больше иностранцев, да, на кемп приезжают сюда покачаться, подготовиться. Нет, здесь, в принципе, выступающих тайцев их немало. Я говорю про культ бодибилдинга Я вот понял. именно в обществе. То есть никто даже, большинство про него даже не знает, что соревнования какие-то есть по бодибилдингу. Я говорю, вот большинство на улице подойдет, скажет, да, они увидят, то, что ты хорошо сложен, там, подкачанный, но он не подумает, что ты вот соревнуешься, там, бодибилдер, он тебе скажет боксик. Просто с боксом машинка по улице ездит, рекламирует, Да. с бодибилдингом, видимо, нет. Шесть, семь, девять, 10, 10 чердак. Да, бля. Нахуй. Три. 4. Не сгибайся, братан. Да. 6. 7. 8. 9. 10. Еще. 11. Еще разок. Давай, крайний. Ну еще здесь проблема федерации заключается в том, что они какие-то баснословные деньги за вход на турниры просят. 1200, 1300 бат. Ну, обычно таец не пойдет, это много слишком. Это считай, сколько, $40? $40, чтобы прийти посмотреть соревнования какие-то. Так что давай, Жарко стало. готовься, приезжай на зиму, на тренировочный лагерь. За прокарты в Бангкоке. Подписчики меня мои поддержат на ютубе. Подопечные, пускай поддержат. И подопечные будут На онлайн переходим все. смотреть выпуски, придут ко мне на онлайн-ведение, и я, может быть, смогу себе позволить такую вещь. На 3 месяца хотя бы. Не, ну, начать можно дома, там, хотя бы на 2 где-то. Вот. Как раз если так сделать, то я же буду на ноябрь еще на тот же, там же будет и Pro Qualifier, и Pro Thailand Classic. Было бы круто. Шесть, семь,
8. Еще 2. Раз. 2. Снимай. 15. Раз. 2. 3. Еще. Идет. Еще. Еще. Раз. Пол. Нахуй. Два. 3. 4. 5. 6. 7. Делаешь. 8. 9. 10. Еще. Можешь. 11. 12. Еще разок. Еще раз. Да, со мной, давай еще. Хорошо. Сейчас 20. Погнали. Раз. 2. 3. 4. 5. Еще разок. Еще можешь. Еще. Давление прям нормально так подскочило, пульс, видимо. В голову. Какие у тебя вообще планы? На какой стадии формы сейчас? Куда готовишься? Стадия формы. Процент жира 12 небольшой. недель у меня. И за 12 недель до Китай Про, China Pro. 22 июня. Потом 18 июля вроде Корея. И в начале августа Тайвань. Пока такие. Там можно все поменять, потому что там на самом деле сейчас проблем нету с турнирами. Делаешь форму, там видно. Да, там сейчас каждую неделю турнир какой-то в Азии. Там даже у Кореи, 2 Кореи с разными промоутерами, разница 2 недели. Я думаю, что угораете там, в смысле. Корея, бро, 2 турнира с разницей 2 недели. То есть можно хоть куда. Вот, главное форму сделать. Китайцы сейчас очень классно, да, начали делать? Очень Да, много да, единственное, да, грим. да. Не очень. Да, со своим, что, ребята сами гримировались. И, по-моему, хуже, чем, блядь, если бы у этого промоутера гримировались. Ну, видимо, грим вообще нет. И основная ошибка, я когда начал смотреть выпуск Андрюхи, они перчаткой гримируются. Протан не наносится перчаткой нормально. Он всегда становится бледный. Я сколько его не пробовал в Аргентине, потом мне аргентинцы сказали, купи валик. Валик берешь строительный маленький, пшикаешь тело и валиком прям разглаживаешь. И тогда он ровно ложится. А так он впитывается весь в губку, и ты прям его выжимать можно, в курсе? Она вся в губке остается, как будто он ее всю в себя впитывает. Поэтому он получается такой светлый и беспонтовый. То есть вообще Нюанс. протан надо вот чисто валиком наносить. Его где-то можно подмазывать, когда уже там какие-то потеки, пятна. И то на перчатку смочил. И так вот, знаешь, не растирать, а просто, вот, знаешь, как вот так вот похлопываешь. И все. За счет чисто бицепс может свеприть, сильнее прижать даже. Да. Еще. Еще 2. Раз. 2. Я еще даже прокат уже не активировал. Не активировал еще? Не, я еще не оплачивал взнос. Да, чуть попозже. Там вроде же какие-то правила еще. Типа в течение 3 лет не активируешь. Да. Или 2. 3. Типа аннулируется. Ну, у меня 1,5 только прошло. Смешно, конечно, здесь азиат есть, вьетнамец, который был со мной на Pro Qualifier. Такой неплохой у него классик, ноги такие огромные, прям, ну, в принципе, для азиата. И это нормально.
Я недавно наткнулся на него случайно в инсте. Я смотрю, блядь, он в моей категории 4 место занял, когда я карту забрал. Я смотрю, у него про турнира, блядь. А он после поехал во Вьетнам, взял там карту, ну, какой-то турнир слабенький какой-то. И уже за эти 1,5 года 3 раза выходил в про. И я такой все качаюсь для дебюта чисто. Ну, как будто надо пробовать уже. Все равно на себя смотришь, как будто, знаешь, как будто не время еще. Как будто не время. А давно всегда будет не время. Да, в том-то и дело. Пока не попробуешь, пока на сцене в линейке не постоишь. Друзья, физкульт, привет! Немного отниму у вас времени для того, чтобы сообщить о том, что теперь вы можете приобрести вкусную и качественную спортивную продукцию от бренда Recful на сайте по доступной цене. А с моим промокодом она получится еще выгоднее, в том числе приятнее, чем на маркетплейсах. И да, не буду лукавить, что таким образом вы здоровски поддержите меня как спортсмена и инфлюенсера. Пользуйтесь во благо, спасибо за внимание. Мы возвращаемся к просмотру видео. Смотри, все мокрое, блядь. Давление У нас с народа льется, все мокрое. Ну, NPC, что можно сказать, они просто охуели по мне. То есть они зажрались, они реально бабки лопатой гребут там, и столько за взносов зарабатывают, а элементарно даже на каких-то регионалах, проквалифайеров даже подарков не могут сделать, в курсе? Ну, это смех просто. Здесь абсолютку с карты забираешь, дают тебе карту только и медаль. Вы что, не можете банку протеина хотя бы подать, рюкзак какой-нибудь там, я не знаю, сертификат там. У них спонсоров, видимо, нету, которых можно было бы Да нет, просто насрать. А при чем ты даже спонсор? Они сколько кэша зарабатывают на взносах, на гримах, на взносах, на посетителях, плюс которые вы что, не можете хотя бы там 30 тысяч бат выделить из бюджета победителю про карты, хотя бы, что в курсе какой-то бонус. Это безумие. Это ненормально. Кстати, вот на Гришиной там нормальные были, что-то я видел, дарили рюкзаки. Только что там. хотел сказать, что как раз за это спасибо Recful, респект, потому что они вообще везде вписываются в разные направления, виды спорта. Вот, очень хорошо поддерживают спортсменов. Вот, братан, прям мизинцами тянуть. Прям мизинцами, как будто этой частью. Ладонь. Сам, я не помогаю, просто держу. Еще 2. Раз. Давай, еще можешь разок. И крайний. Ой, фу. Мизинцами, кстати, хорошо, получше включается, когда думаешь. Да, здесь он как-то смещается, как будто на бицепс. Когда тянешь вот этими пальцами, он как будто, блядь, на бицепс чувствуете мизинцами, прям вниз спину. Лайфхак. Тренер с сертификатом вас такому не обучит, а вот тренер с опытом и стажем знает все такие фишечки. Я просто изначально ладонь так ставлю, чтобы в курсе не на эту шел, а мизинцами вот так вот, типа 3. И этими даже как не хватает. И пальцами здесь придерживаю. Получается, ты как тянешь вот так, мизинцами. То есть они первые. Вот эта часть ладони включается. Заметил, что тут тренеров вообще нету в зале. Тут своих нету Как персонала. вообще системы, сколько стоит персоналка? У них своих тренеров вообще нету. То есть они могут, Во ты всех можешь залах или только здесь? прям на чтобы было в штате. Ну да, да. Ведь знаю, Elite Gym есть, более, который я говорил с кондишкой. Там вроде у них Мы свои. сейчас проезжали, какой-то открытый зал, кстати, был. Если сюда ехать по, Да, третьей, да. по третьей линии, прямо у дороги, да? Да, да. Ну такой чисто уличный там, да. Ну там все черное такое. И тоже, да, нету кондиционеров, соответственно. Ну да, никаких. там стен нету там. Там стоит Вентилятор, да? Я там, кстати, даже ни разу не был. Здесь система какая? Если ты подойдешь на ресепшн, скажешь, мне нужен тренер, они мне иногда там пишут то, что есть там клиент, там, к примеру.
не хочешь потренировать, ну и какую цену там назвать. То есть у них свой есть уже знакомый, кто здесь работает, к примеру. И они просто перекидывают это, знаешь, их, и берут там 30%, грубо Все говоря. подряд отдают. Да, и просто берут 30% там, например, с этого, с чека. Как то, что тебе дают клиенты. Как бы. Слушай, а так сколько здесь персоналка стоит? О, здесь разные вообще категории цен. Ну, Тайцы, вот, среди местных понятно, что там ты работаешь с другой аудиторией, там с людьми да, другого с уровня, иностранцами, да. где там ценник гораздо выше, я думаю. А По три. мясничковый какой-то. Тренер тайский для тайца будет стоить 500 бат в час. 1200 условно, да, на наши деньги? Слушай, ну, как на Востоке, в Сибири, наверное, да? Тренировка будет стоить. Ну, Я в вот Москве. тренирую, там, получается, 2000 бат. У меня тренировка. Это уже считается очень высокий ценник здесь. Если кому скажи, то там, у виска покрутят, скажут, да, ты еще больной. То есть даже иностранцы там подходят. Хорошо, я там напишу, и все. Пока, прощай. Хотя, по сути, что-то московский ценник. Московский? Даже не самый там высокий московский, средний. Мне пишут тоже порой. Ну, дело начинаю. Типа, что так дорого. Я там где-то в выпуске сказал, что я за английский там плачу 28 тысяч, а условно за 10 тренировок. Мне там пишут учителя по английскому, да ты переплачиваешь. Вот мы типа 100-500 рублей проводим, условно, занятия, да. Но, ребят, очень много нюансов от того, где ты живешь. Конечно, расходы какие-то, конечно. Вот, расходы тоже будут разные. И в целом, как себя оценивает и индивидуально каждый продавец своей услуги, да, там тренер, либо учитель по английскому. Вот. Возможно, вы себя недооцениваете, либо, возможно, это и есть ваша цена реально. Вот. Хорошо, мощно еще. Раз, еще два. Братан, ставь 160, пожалуйста. Давай. Ты, еще за... О, блядь. Два, еще разок. Хорошо. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Все. Сука. Еще. Еще раз, да. Можешь еще раз, да. Давай. Еще давай. Раз, еще разок. Еще крайне. Что там, попробуй, знаешь, как взяться? Вот так. Вот этими двумя. Чтобы вот этот, так, понял? Нахлёст. Вот этими двумя возьмись, а этими упирайся. Вот этими двумя пальцами упирайся в эту круглую хуйню. Как бы вот этими двумя пальцами так тяни. О, блядь. Пять. 6. Давай. 7. 8. 9. 10. 11. Еще. 12. Еще так. Короткий. Прям талии. Вот сейчас ушел на дефицит. У меня, получается, вес упал. После травмы я же до этого, когда на наборе был, у меня же максимальный вес был 115. Потом я травмировался. У меня упал он где-то до
112. И вот я дефицит начал со 112. Сейчас, Начал с отравления. да, начал с отравления. И потом, блядь, вот эти какие-то неопределенности были, блядь, и с тренировками, и с отравлениями. Я сейчас со 112 опустился на 108. То есть 4 килограмма вот воды-то всего вот там. И талия уменьшилась, пиздец. То есть пропорции уже совершенно по-другому, блядь, смотрятся. То есть у меня ж трусы уже в курсе такие. Я по трусам сразу видишь, что в курсе они Очень резинкой стали. сбито смотришься, я думаю, что ты очень хорошо спрогрессировал, ты хороший объем покажешь. Вот и мне почему-то так кажется, что и по ногам тоже, хоть ты, конечно, не уверен в этом, относительно других, ну и относительно себя тоже, конечно же. Как ты вообще оцениваешь работу своего тренера Василия Ермакова? Да, не знаю, хорошо. Сотрудничество. Ты с ним уже сколько, 3 года? 2? Да, это мой же, получается, единственный тренер в целом, не считая Женю Морозова, которого мы проработали там месяца 1,5, наверное. Потом я, вообще, как история была, я когда уехал в Аргентину и собрался с мыслями, подумал о том, что выступать в ВБ, давай искать тренера. Мне там посоветовали мальчишку Женя Морозов, мы с ним немножко поработали, я уже начал Он сам... в Аргентине живет? Не, он сам с Сибири тоже, вроде. Я просто не знаю. И ты его видел? Ну, может наверное. быть. И потом я начал сам готовиться. Вот на свой первый турнир я в Парагвае готовился сам. Ну, причем я вышел, я свою категорию забрал. Там немного 6 человек было, но все равно без опыта, без ничего я вышел, я категорию забрал, абсолютки проиграл. А потом вот уже обратился, когда готовился на Аргентину, на Буэнос-Айрес, обратился к Васе и считаю уже сколько, 3 года с ним работаем. Это все устраивает меня, не знаю, как бы. Хороший, блядь, но его результаты говорят сами за себя, сколько у него там чемпов в классиках. То есть кондиции, что требуется вот именно для победы, я считаю, то, что он всех доводит до кондиции, если человек сам не проебывается. То есть по его протоколу нельзя, блядь, не выйти не в кондициях, так сказать, не нарезанным. Что самое, в принципе, я считаю, это основное. А с анализами он как-то смотрит, помогает, подсказывает? Да нет, как бы я сдаю анализы, там скидываю ему иногда, в основном это все сам. Диета, ну, фарма, естественно, диета. Ну, в целом, мне, в принципе, что и надо, это основное, это план, по которому я буду работать. Вот план 12-16 недель. Начинаем на стольки углеводах там, по питанию, подходим плавно. То есть я сам это не смогу сделать. Если я знаю сам, как можно курс составить, там, что надо, дозировки свои, тренировочный процесс в основном. Ты сам относительно себя это не можешь сделать, потому что... Да, потому что подготовка, ты же сам ты не можешь себя оценивать нормально. То есть в этом плане, я считаю, нужен взгляд со стороны. Еще. Ты как вообще считаешь, вот наши тренера должны нам сплит менять там часто там? Слушай, у меня тренер вообще тренировочным планом моим не занимается. Ну, у меня так же. Если я его попрошу, он мне скидывал протоколы своего тренера, по которому он занимается, предлагал, ну, типа, попробовать, дать фидбэк какой-то. Вот, очень круто, я попробовал, что-то для себя принял. Вот, ну, вообще, если мне нужна его помощь и как-то консультация в этом, он мне без проблем помогает, подсказывает. То есть сейчас вот в связи с самочувствием ситуации, то, что я рамдавлиолиз, что все тело ломало, как бы недовосстанавливался после статинов. Он мне вообще сказал, ну, типа, как бы сам, что давай тренировочный план менять, 3 тренировки в неделю, там то все 5-10, как бы, вот. А так анализы я ему постоянно скидываю, да. Прям если мы с ним не можем прийти к какому-то консенсусу, разобраться, я там к эндокринологу обращаюсь.
Потому что он же не врач, блядь. Да, Он конечно. видишь, Вот, но в целом, как бы он, что мне очень нравится, всегда дает достаточно быстрый фидбэк. Вот, и в целом всегда поддерживает. Даже по возможности прилетел ко мне на турнир сам в Испанию. Вот, мы вместе потусовались, это покачались, очень это очень круто. Подвел меня, видя прям вот вживую. Не, просто к чему я про сплит спрашиваю, потому что это очень частое недовольствие многих людей, то что да мы там за полгода даже не поменяли ни разу сплит, там, он мне не поменял. Я вот так просто думаю, Я годами блядь, не я меняю. даже, да, я годами не меняю сплит свой. То есть, ладно, ты когда работаешь с обычным каким-то человеком, знаешь, который там ходит 3 раза в неделю, ты ему там сплит еще расписываешь, но ты же, блядь, профессионал, можно сказать, ты готовишься. Тебе лучше знать, чувствовать там все эти упражнения, как бы, блядь, Мне кажется, что есть смысл менять сплит, когда ты, ну вот тебе нужно, да, опять же, это не так часто делается, когда тебе нужно в отстающих, ну это объем просто, ты смещаешь ты объем. смещаешь на- тренировочный да, объем, да, чуть-чуть там как-то график тренировочной тренировки смещаешь, но как бы и все на этом. Просто нужно понимать, что нужно всегда выкладываться, тяжело работать, чтобы накачаться, нужно качаться. В любом случае, неважно, какой у тебя сплит, и это самое главное, пожалуй. Ну и восстанавливаться хорошо, соответственно, особенно чем ты старше становишься. Они прям предплечья, блядь, мощные. Ну, это, наверное, генетика, да? Я их никогда отдельно не качал. Тебя прямо они... В самом начале, только в 2008 году, тренировок, когда не знал, как качаться, смотрел за большими дядями, которые качали предплечья, просто потому что я попал в зал армии. Да, предплечье это тоже генетически. Но его можно накачать. Это так же, как курсы икроножные. Они могут у тебя изначально быть как бы не такие маленькая мышечная группа, но если ты будешь тренировать, то можно накачать. Я постоянно тренирую предплечья, в том-то и дело. Я Ну, вижу, да, ты постоянно. Но они мне, видишь, не сказать, что прям какие-то хорошие прям по объему. У тебя хорошего объема, они у тебя видны. Что ты еще? Если бы. Давай. Давай сейчас с паузой. Подержи, давай 3 секунды. Да. Давай, еще 2. Раз. Так, хорошо. Блин, я считаю, продуктивная тренировка получилась, и мы поболтали очень хорошо, и тяжело прям потренировались. Мы прям нормально покачались. Все, друзья. Приехал человек, с которым хоть попозировать. Друзья, всем спасибо за ваши просмотры. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ладно, все контактики я укажу. Вот, спасибо Рекфулу, что встречает замечательный сырьем, что наши российские бренды вышли на такой уровень. Вот, помогают в целом. Вот. Пользуйтесь. Обязательно скоро будет мой промокод. Вот. Ну и И про онлайн-ведение не забывайте. Нужно Сане собирать подопечного на онлайн-ведение, чтобы он приехал в Таиланд и провел здесь кэмп. И благодаря вам сделал свою лучшую форму. Вот ядерную. Друзья, всем спасибо. Надеюсь, выпуск был интересным. Физкульт, привет, до новых встреч. Пока-пока.